Давай так. Сейчас кину, чтобы как есть, так и поехали. Привет, танкисты! Сегодня у нас немножко будет необычное видео. Мы обычно вам показываем видеоблоги или что-нибудь в этом роде, а сегодня мы решили вам сделать такое видео-анонс изменений в балансе, которые скоро произойдут. Мы обычно делаем это в текстовом виде, но мы обратили внимание, что такие анонсы больше вас путают, чем вносят ясности в что и зачем поменялось. А в этом видео я постараюсь вам относительно быстро и понятно рассказать, что мы изменили, в какой степени мы это изменили, ну и главное ответить на вопрос, зачем мы это изменили. Давайте попробуем, посмотрим, что из этого получится, вдруг это будет гораздо лучше. Мы внесли изменения в несколько пушек. Это огнемет, Изида, молот, смоки, страйкер, гром и магнум. Первый это у нас огнемет. Все, что в него изменилось, это скорость нагрева танков увеличена с 0,2 до 0,4. Что такое вообще 0,2? Чтобы вы понимали, как это работает. Каждую секунду, когда огнемет атакует противника на своей оптимальной дистанции, он немного его нагревает. 0,2 это коэффициент, на который он его нагревает. И так получалось, что этот коэффициент был настолько низкий, что за 5 секунд работы баллона он еле-еле успевал нагревать до максимальной температуры. То есть урон был очень низким. Вы про это много раз писали, мы на это обратили внимание, решили немножко поменять ситуацию. Перед этим внимательно изучив, где находится огнемет в балансе игры, что с ним происходит в сражениях с другими пушками, и приняли решение, что в принципе, если немножко повысить этот параметр, ничего страшного не произойдет. Поэтому мы его повышаем, одновременно понижаем бонус в устройстве ровно на то же число, на которое повышаем ее в пушке. То есть на самом деле в устройстве как бы ничего не меняется, оно каким было, таким и остается. Просто изменяется базовый огнемет. Мы очень надеемся, что вам понравится это изменение, посмотрим, как оно повлияет на игру, и надеюсь, огнемет не будет после этого очень сильно всех доставать. Дальше у нас Изида. У Изиды тоже такие же позитивные изменения, у нее повышен урон и у нее повышено лечение. Собственно, что произошло? Мы видим, что Изида все еще не очень тянет по своей эффективности против других пушек ближнего боя. Наверняка можно спросить, почему просто не вернуть пушки самолечения, чтобы было как раньше. Беда с самолечением была в том, что против него играть было очень неинтересно. Конечно, когда у тебя есть самолечение и ты добежал до противника, все очень легко, просто и быстро, ты его пожираешь буквально за секунду, он ничего не может тебе сделать. Но когда ты играешь против Изиды, ощущения были очень нечестные. Изиде нужно было только до тебя добраться, и она просто неубиваемая, и ты ничего не можешь с ней сделать. Поэтому мы решили самолечение не использовать, а вместо этого сделать из Изиды более интересную пушку с точки зрения урона. Сейчас урон будет увеличен до 1000 единиц в максимальной прокачке за секунду. То есть, получается, на время действия баллона Изида будет пушкой, которая наносит самый большой урон в секунду в игре, даже больше, чем у Твинца до этого. Но, разумеется, до тех пор, пока баллон есть. Это уже гораздо интереснее, и большой урон, он просто классный, и это гораздо лучше, чем самолечение, и только за счет отсутствия самолечения можем его попробовать. Надеемся, вам такая Изида тоже понравится. Напоминаю, что такой большой урон все равно не делает эту пушку однозначно лучше, допустим, огнемета или фреза, потому что Изида не нагревает, Изида не охлаждает, и Изида атакует все еще только один танк. Мы надеемся, что такая Изида вам понравится гораздо больше. Так, теперь самый сложный момент. Следующее у нас это изменение в балансе пушки молота. Там увеличен горизонтальный разброс немного, дальность максимального поражения увеличена и скорость поворота башни для устройства замедлена. Что здесь именно происходит и что такое дальность максимального поражения? Вообще сейчас молотов стало довольно много, особенно в ДМ-боях, и они выжимают из ДМ-боев твинцы и рикошеты, потому что они в принципе эффективны на той дальности, на которой эффективны эти пушки. И молот все еще лучше, например, пушек ближнего боя, потому что просто может не вступать на короткую дистанцию пушек ближнего боя и эффективно их доставать. То есть пушка сильная, ее нужно как-то ослабить, но просто снизить урон или скорострельность, это, согласитесь, очень неинтересно. Оно просто делает пушку слишком слабой, правда? Даже если чуть-чуть уменьшить урон или скорострельность, пушка просто станет чуть менее интересной и ничего нового у нее не появится, правда? Нужно как-то ослабить так, чтобы появились какие-нибудь новые функции, но при этом она перестала быть такой злой. Поэтому мы решили увеличить горизонтальный разброс с 7 градусов до 10 градусов. Что при этом произойдет?
В ближнем бою, когда вы совсем близко к танкам, по сути ничего не поменяется. Вы также сможете быстро их уничтожать, как и на старом молоте. А вот в дальнем бою кое-что изменилось. Из-за увеличенного конуса разброса теперь вы, атакуя один танк, будете, скорее всего, наносить тем меньше урона, чем дальше этот танк от вас находится. Но при этом из-за большого разброса вы сможете теперь действительно поражать несколько танков, если они окажутся в поле вашего зрения. То есть, если до этого у вас как бы выбора не было, вы просто видите танк, вы в него стреляете, и вопрос только попал, не попал, то теперь у вас будет выбор между стрельбой на ближней дистанции, но гарантированно по одному танку, либо стрельбой на большой дистанции для молота, но с возможностью поражать несколько танков. Специально для того, чтобы стрелять на большую дистанцию было больше смысла, мы увеличиваем дальность максимального поражения. Не особо вдаваясь в подробности, что это означает, скажу только, что урон ваших дробинок будет на большем расстоянии оставаться стабильный и не падать. То есть, если вы видите танков, допустим, на расстоянии небольшого мостика, скажем, на карте Novel, например, то вы видите несколько танков, разумеется, вы сможете их хорошо накрыть одним выстрелом и даже нанести им ощутимый урон. Так, про устройство. Как раз вот из-за увеличения дальности максимального поражения немножко ослаблено устройство Slugger, которое сделано таким образом, чтобы у вас был минимальный конус разброса. Ослаблено оно как раз из-за того, что так как там конус разброса небольшой, и теперь мы немножко увеличиваем дальность эффективной стрельбы, нужно немножко ослабить это устройство, и мы решили его ослабить чуть большим замедлением поворота башни. Вот. Так, давай дальше. Пойдем. Дальше у нас пушка Смоки. У Смоки тоже интересное изменение. У нее вероятность критического выстрела теперь увеличивается с уровнем. Максимальная она такая же, около 20%, а минимальная теперь где-то около 10-11%. Что здесь именно происходит со Смокой? Когда-то давным-давно, года 2-3 назад, у Смоки был очень сильный критический урон. Если он выпадал, Смока могла уничтожить практически любой танк почти с одного попадания, а если он не выпадал, то Смока становилась практически бесполезной. С одной стороны, это было клево, потому что уничтожить танк с одного выстрела это всегда клево. С другой стороны, возникали очень серьезные проблемы. Когда на базу, которая обороняет, допустим, даже несколько тяжелых танков, забегало две Смоки, происходило две вещи. Первое, им везло, и критический выстрел выпадал через почти каждый выстрел, и они убивали всю оборону буквально за 3-4 выстрела, не оставляя никому шансов. Либо наоборот, шанс играл против них, и они вообще не могли никого уничтожить. Это было совсем не круто, как раз из-за того, что игрок как бы на это никак не влиял. Игра решала, ты либо уничтожаешь сейчас все танки, либо вообще никого уничтожаешь. Это было совсем неинтересно, потому что управлять такой пушкой было никак. В общем, что сейчас со Смокой изменилось? Сейчас у нее критический выстрел немногим больше, чем основной, но с этими изменениями, которые мы сделали, у вас получается как бы две Смоки в одной. На начальных уровнях крит будет происходить относительно редко, но при этом его урон будет как минимум в 2 раза выше, чем ваш стандартный выстрел. И даже немножко больше. Но пока вы будете пушку прокачивать и играть с ней, критический выстрел не будет становиться относительно сильнее, там он будет всего на каких-то 100, по-моему, 110 единиц сильнее становиться с прокачкой, но при этом у вас будет расти вероятность. То есть в начале игры вы сможете выдавать очень серьезный урон, но относительно редко, а в конце игры выдавать стабильный повышенный урон, и если вы будете понимать, как работает дистанция в игре, то сможете эффективно применять, например, не падающий урон на расстоянии. Смока — это пушка для новичков, а для новичков всегда интересно, когда, стреляя по танку, он все-таки в конце концов взрывается, и повышенный критический выстрел должен им в этом смысле помочь. Если у вас есть какие-нибудь аккаунты с низкими званиями, обязательно попробуйте Смоку, посмотрите, стало ли это лучше и интереснее, и расскажите, как получилось у нас. Страйкер. Следующее у нас это пушка Страйкер, и в ней 2 изменения. Это увеличение начальной скорости ракет с 10 метров в секунду до 20 метров в секунду и увеличение радиуса максимального поражения с 0 метров до 1 метра. Что это за магия и как это вообще работает? Расшифровывается это все на самом деле довольно просто. Я обращал внимание, что в фидбэке некоторые считают, что ракеты летят не по прямой траектории, как будто они там загибаются, как-то гнутся, летят мимо танков. И это происходит не когда они наводятся, а просто когда стреляют по одной ракете. На самом деле ракета всегда летит прямо.
Она вот куда ты навел, туда и летит. Интересные эффекты происходят из-за того, что, во-первых, ракеты разнесены вправо и влево, то есть вы не видите прямую линию, как, например, если стрелять из грома. На страйкере вы ее не видите, ее гораздо сложнее построить мысленно. И второе изменение, которое не все замечают, это то, что ракеты на самом деле разгоняются в полете. То есть они начинают довольно медленно лететь, а потом становятся лететь все быстрее, 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 до тех пор, пока не достигают своей максимальной скорости. Из-за этого как раз и возникает ощущение, что как будто они, особенно если ты двигаешься и стреляешь в бок, вот тогда точно можете словить это ощущение, как будто ракета летит по дуге. На самом деле нет, она летит прямо. Так вот, мы увеличиваем начальную скорость ракет очень незначительно. С одной стороны, в 2 раза, с 10 до 20 метров в секунду, на самом деле очень незначительно. Это немножко сделает проще стрельбу по движущимся танкам. И мы это делаем из-за того, что мы обратили внимание, что те ребята, которые понимают, как на пушке играть, играют на ней очень эффективно. Но при этом все остальные, не понимая, как работает вот эта механика с разгоняющимися ракетами, они показывают очень низкую эффективность. Мы хотим не сильно повысить эффективность ребят, которые играют в топе, но при этом помочь людям, которые пытаются на пушке научиться играть. Именно поэтому начальная скорость ракет станет чуть повыше. Станет проще стрелять по хорнетам или васпам, которые пытаются вас закрутить, но помните, что вам все равно нужно будет соблюдать дистанцию, как раз вот из-за второго изменения, это увеличение радиуса максимального поражения. У каждой ракеты есть радиус, в котором она наносит сплэш, и там есть максимальный урон, который вы можете нанести, и минимальный, в зависимости от дистанции. Сплэш в общем случае стал немножко эффективнее, но нужно понимать, что с увеличением этой эффективности у него увеличивается и самоурон. То есть всеми своими изменениями мы как бы вам даем инструменты, которые вам позволяют чуть лучше работать на большей дистанции, но при этом не входить в дистанцию ближнего боя, потому что вы там будете получать больше самоурон. Мы надеемся, что таким страйкером вам будет управлять чуточку получше, чуточку полегче, чуточку интереснее. Дальше. Следующее у нас это изменение в громе. Там и исправлен процент слабого поражения и увеличен радиус максимального поражения. Здесь все просто. У нас закралась ошибка с чуть большим снижением урона на расстоянии, чем нужно было. Мы ее исправили. Теперь гром такой эффективный на дальности, каким он и задумывался. И одновременно сделано то же самое изменение с самоуроном в ближнем бою, как и у страйкера. В страйкере я все объяснил, поэтому второй раз объяснять не буду. Следующее у нас и последнее – это изменение в магнуме. Тут все довольно просто. Тут увеличилось время набора заряда с 2 секунд до 3 секунд. Что это? Это нерв или что это вообще такое? Мы обратили внимание на отзывы о том, что даже если ты знаешь, на каком углу и на какую силу выстрелить, очень сложно стрелять в одну и ту же точку несколько раз подряд, особенно если это выстрел не на максимальную силу. Это происходит из-за того, что скорость набора заряда относительно быстрая, и попасть в нужный процент не очень просто, а если у тебя еще и проблемы с графикой, например, FPS ниже 60 или даже 30, попасть становится совсем непросто. Из-за этого мы увеличиваем время набора заряда с 2 секунд до 3 секунд. Это означает, что проценты будут меняться медленнее, где-то в 1,5 раза, и попасть в нужный процент силы выстрела станет гораздо проще. Нужно понимать, что при этом одновременно у вас скорострельность на большую дистанцию с максимальным выстрелом снизится, но мы считаем, что повышение эффективности на относительно небольшой дистанции с небольшой силой выстрела это компенсирует. Ну и в целом из-за того, что Magnum может достать любую точку на карте, небольшое снижение скорострельности не должно сильно повлиять на его эффективность, а повышение эффективности и точности, вашей точности на короткой и средней дистанции должно очень сильно помочь и в целом сделать пушку чуть лучше. Концовку я не придумал, давай что-нибудь расскажу интересное, да? Это все новости с балансом к этому часу. Надеюсь, я вам рассказал понятно. Пожалуйста, напишите ваши отзывы о том, понравился вам такой формат или не понравился, стоит ли нам его делать вместе с видеоблогами или отдельно от видеоблогов, стоит ли мне вообще так подробно рассказывать, или стоит менее подробно рассказывать, или... В общем, напишите в комментах, что вы про это думаете, и обязательно попробуйте наши изменения, и по вашим ощущениям, получилось ли у нас сделать то, что я сейчас рассказал, или мы где-то оказались неправы, про это, пожалуйста, тоже напишите. Спасибо.